Всем привет! У нас сегодня очень красивая задача. Дан треугольник, около него описана окружность, в него вписана окружность, центр этой вписанной отмечен. Длина синего отрезка равна 6, требуется найти длину красного отрезка. Я уверен, вы решите эту задачу, но если вдруг не получится, давайте смотреть вместе. Итак, первое, что я отмечу, что центр окружности, вписанный в треугольник, лежит на пересечении биссектрис этого треугольника, либо биссектрис углов этого треугольника. Поэтому я проведу БО. Вот это получается биссектриса. Что получится после этого? Биссектрисы, как известно, делят углы пополам. Я обозначу альфа и альфа. Углы, на которые биссектриса угла А делит угол треугольника, и бета и бета. Углы, на которые биссектриса БО делит угол Б треугольника АБЦ. И дальше я рассмотрю треугольник БАО, вот оранжевый. Угол БОК будет внешним углом этого треугольника, а внешний угол, как известно, равен сумме двух внутренних, не смежных с ним. То есть этот угол равен альфа плюс бета. Я запишу то, что я сказал и сделал. Первое, мы рассмотрели АО и БО биссектрисы треугольника АБЦ. Биссектриса АО пересекает описанную окружность в точке К. И теперь из треугольника БАО следует, что угол БОК равен альфа плюс бета как внешний угол этого треугольника. Внешний угол, как известно, равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним. Ну, что дальше можно отметить? Дальше можно отметить, что угол СБК равен углу САК и равен альфа. Почему? Это вписанные углы, которые опираются на одну и ту же дугу, поэтому я запишу этот факт третьим действием, что угол СБК равен углу САК и равен альфа по свойству вписанных углов. Вписанные углы. Четвертое действие. Вы видите уже решение задачи. А что найти? Длину красного отрезка. А синий 6. Да, конечно. Мы видим треугольник. Какой? БОК. Какой это треугольник? Равнобедренный по признаку. Почему? Угол Б равен углу О и равен альфа плюс бета. Здорово, конечно. Я запишу, что в треугольнике БОК угол Б равен углу О и равен альфа плюс бета по нами доказанному. Значит, треугольник БОК будет равнобедренный и ОК сторона равна БК стороне. В равнобедренном треугольнике, как известно, боковые стороны равны и равна 6. Таким образом, ответ на вопрос А задачи 6. Задача функция А решена, но я кое-что хочу вам сказать, что если мы проведем еще один отрезок, как вы думаете, какой? Правильно, отрезок КС, то окажется, в силу того, что АК биссектриса, она делит дугу БКС пополам, то есть дуги БК и КС равны, значит, равны хорды, которые стягивают эти дуги. То есть БК равно ЦК и равно ОК. Вот что фактически, решая задачу, мы доказали. Ну, а мы доказали, если кто не знает, знаменитую лемму о трилистнике. То есть вот указанные нами отрезки равны, но они еще равны и четвертому отрезку КИ со значком А, который соединяет точку А с центром вне вписанной окружности треугольника АБЦ. Точка К – это точка, в которой биссектриса угла А пересекает описанную окружность А, И – центр вписанной окружности, а И со значком А – центр вне вписанной. Все 4 этих отрезка равны между собой. Вот вам и предлагается попробовать решить домашнюю задачу, пункт Б, где дан угол, не угол, а градусная мера дуги КС равная 70, используя пункт А, либо используя
лемму о трилистнике. Пишите в комментариях, что у вас получилось, какой ответ. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.